Привет, я Саша Капуста, это канал Твой Шрифтовый Фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про условные подмены на примере буквы Q и знака $. Условные замены — это когда вместе с изменением регулятора на оси вариативности у нас с вами подменяется один символ на другой. В обычной практике это редко вам может пригодиться, но если вдруг в какой-то момент при увеличении, например, насыщенности вы видите, что ваш глиф слишком становится деформированным или, например, очень темным, его можно подменить на более облегченную версию. И именно за счет условных подстановок мы можем с вами переключить, скажем так, с одного символа на другой при достижении какого-то определенного положения на оси вариативности. Мы разберем это на примере двух символов. Первый — это знак $, и второй — буква Q. И давайте начнем с знака $. Вообще представьте себе знак $. Что это такое? Это буква латинская S, которая при изменении насыщенности становится более массивной. И у нее еще есть такая вертикальная планка, которую мы, в принципе, вот здесь видим. Но при достижении насыщенности в какой-то момент она тоже увеличивается, и получается, что все внутри достаточно сильно заливается, и символ становится трудночитаемым. В общем, в таких случаях как раз таки идеально будет его подменить. Как вообще мы можем с вами сделать знак $, не прибегая к каким-то сложным технологиям? Самый первый вариант — это мы можем сделать знак $, у которого только сверху и снизу есть выступающие элементы, а посередине ничего нету. Таким образом, у нас с вами получается достаточно читаемый символ, и в целом все хорошо, но когда начертание слишком тонкое, здесь получается слишком мало черного, слишком много белого, и как бы не хватает вот этой диагонали. Второй вариант — это сделать диагональ так, чтобы она была у нас во всем шрифте, но чтобы этот символ читался, нам нужно, чтобы вот здесь были такие световые проемы. Для этого нужно сделать вот эту вертикаль очень тонкой, но в целом это выглядит очень контрастно и не очень хорошо. Можно, конечно, увеличить вот сверху и снизу, а посередине оставить тоненькими. Это так себе на самом деле решение, хотя частично мы его будем использовать с вами. И третий вариант — просто оставить как есть, просто не заморачиваться. Но, как видите, символ становится достаточно черным, и в мелком разрешении он будет, наверное, плохо читаемым. Поэтому мы с вами скомбинируем эти разные варианты между собой и сделаем это с помощью подмены. Данная возможность условных подмен реализуется только в вариативных шрифтах, в которых есть оси вариативности, интерполяции, которые позволяют изменять рисунок шрифта. Если у вас одно начертание, то здесь на самом деле все очень просто. Вы просто рисуете так, как вам нравится, и голову не ломаете абсолютно. Создадим знак $, и у нас автоматически во все мастера добавится буква S в виде компонента и вертикальный бар, который мы с вами должны были уже до этого нарисовать. Нас это сейчас мало пока волнует, поэтому оставим это как есть. Но мы сейчас с вами должны создать альтернативную версию этого глифа, который мы потом скопируем сюда же. Создаем альтернативный глиф, выбирая знак $, и нажимаем Ctrl-D. У нас появляется окно дубликата глифа, где мы пишем суффикс .bold. Это версия глифа для более насыщенных начертаний, когда прям они очень темные и нам нужно их компенсировать. Поэтому полное название глифа выглядит так: $.bold. Жму ОК, создается новый глиф. Открываем его, и вот теперь нам нужно будет его отредактировать. Вот этот бар мы можем удалить сразу, нам он не нужен. Потом сделаем во всех мастерах. Нас интересует вот этот компонент, буква S. Что нам нужно? Нам нужно поставить рядом цифру 8, и в принципе ее будет, можно нолик еще поставить. Ее будет достаточно. Если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что размеры вертикальных штрихов и горизонтальных у цифр меньше, чем у обычных букв. О чем это нам говорит? О том, что в текущем виде буква S равняется знаку $. Это не очень хорошо, потому что пунктуационные знаки у нас должны быть меньше. Они должны быть примерно такие же, как и цифры, так как они используются с цифрами. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно использовать вариативность этого знака, и нам нужно его немножко уменьшить. Таким образом, чтобы толщина вот этих штрихов была примерно такая же, как и у всех остальных цифр. То есть я примерно подгоняю где-то вот так. Делаю.
проверяем. Может даже чуть поменьше. То, как вы сейчас настроите, на самом деле очень важно, потому что когда мы будем делать другие символы, например, знак евро, какие-то другие, основанные на цифрах или на буквах, мы просто, ну, например, знак рубля, мы просто будем копировать вот эти значения, которые у нас здесь получились, вставлять их туда и моментально получать готовые по насыщенности начертания буквы. Вот. А здесь мы с вами настроили, нас, в принципе, такой вариант устраивает. Мы смотрим сюда, по массе они примерно одинаковые. Для сравнения рядом поставлю S, и мы увидим, что она значительно жирнее, чем знак, который мы используем в долларе. Так, здесь готово. Переходим, например, вот сюда. Здесь можно тоже немножко уменьшить. Совсем чуть-чуть. Здесь 119, а здесь, ну, наверное, вот так будет. Проверяем. Так. 120, 120. В принципе, меня устраивает. Все, оставляем как есть. В общем, у нас готова, скажем так, заготовочка, которую мы с вами сейчас будем дополнять. Мы выбираем инструмент Rectangle и делаем вот что. Рисуем вот здесь и вот здесь вот такие прямоугольники. Можно их выровнять в края, чтобы они были одинакового размера. И делаем им одинаковую ширину. Если здесь у нас 165, то можно сделать где-то примерно 160. Многовато, наверное, сделаю вот так, 150. Можно сделать повыше, до 800, а здесь опустить до 100. В принципе, меня устраивает. Теперь мы этот элемент только лишь с двумя, верхушкой и низом, немножко вот так подровняем, так, чтобы нас устраивало, как она выглядит. И теперь можно его скопировать в другой слой. Высота у них одинаковая должна быть, а вот ширина у них может отличаться, поэтому я ее просто уменьшу. Здесь 119, здесь 110, меня в принципе устраивает, точно так же я его позиционирую, в принципе все окей. На остальных я это делать не буду, зачем тратить на это время. Вот, в общем, мы подготовили. Теперь за кадром я уже добавлю это все готовое. Я добавил за кадром все остальные мастера со знаком доллара, у которого вот здесь ничего нету. Вариативность работает, по насыщенности все соответствует. Теперь нам нужно сделать все то же самое, только в обычном знаке доллара. Поэтому что я сейчас делаю? Я возвращаюсь к знаку доллар, который у меня в кодировке Latin Simple находится вот здесь. И теперь я просто здесь пишу название того глифа, который я только что создал, а именно $.bold. Зажатым альтом кликаю на автолейер, чтобы его заменить, то есть чтобы вручную это все не удалять, не добавлять, я просто делаю это одним разом, скажем так. А еще я привяжу метрики к знаку $bold. Можно и наоборот, можно тот привязать к доллару, но это не принципиально. Все, скопировал на все остальные слои. Теперь автолейер можно отключить. Компонент у нас останется, но при этом мы можем теперь с ним работать и манипулировать. Открываю его. И вот он у меня здесь есть. Теперь надо поставить рядом, например, букву I. И вот что у нас получилось. У нас получился точно такой же символ, который ссылается на $bold. Теперь нам нужно добавить сюда перекладину. Я просто копирую ее из буквы I и вставляю. И теперь мне нужно выровнять с вот этим выступающим элементом. Это у нас отдельный элемент. Так, здесь у меня 160. И раз, два. Все, чтобы они не выпирали, я их на всякий случай опущу вот сюда. И то же самое делаю в других слоях. Ну, например, в тонком копирую зажатым контуром вот этот контур буквы I, вставляю, выравниваю по одной из сторон. Это можно увидеть. Вот если я кликну по этому элементу, я увижу его границы.
Кликаю по этому элементу. Теперь можно контур-тулом выровнять, проверяем. Все, они одинаковые. И немножко можно ее опустить. В общем, теперь уже у нас появился такой, точнее получился более привычный вариант доллара. Теперь я также за кадром это все дело добавлю. Я добавил знак доллара, и теперь у меня получилось 3 разных символа. Обычная классическая буква S, знак доллара без перекладины в центре и знак доллара с перекладиной в центре. И вот теперь вариативность у нас здесь работает. Единственное, чтобы вот эта часть в насыщенном начертании сильно не чернила, на случай, если вдруг по какой-то причине что-то где-то работать не будет, я все-таки ее немножко осветлил. Поэтому, если мы сейчас посмотрим на нее и посмотрим на самое жирное начертание, мы увидим, что размер сверху вот этого бара и размер в центре, он немножко отличается. Теперь даже при, то есть в оригинале оно выглядело вот так, я его осветлил так, чтобы хотя бы немножко вот здесь у нас световой проем такой был, который хотя бы даже в таком виде делал букву более читаемой. И теперь, когда мы вводим, конечно, вот тут, наверное, можно еще сильнее осветлить. Но, конечно, это выглядит уже не очень красиво, но зато более-менее такой символ читаемый. Вот мы видим, что в целом даже в таком варианте оно имеет право на существование. В букве Q у нас тоже есть проблема. Если мы посмотрим на нее, то в целом все хорошо в ней. Но когда мы подходим к узкому начертанию, вот такому узкому жирному начертанию, у нас вот здесь немножко залип такой образуется. Нам бы его немножко поправить. Вот здесь все еще хорошо, здесь вообще в принципе все хорошо, а вот именно в этом месте не очень хорошо. В общем, нам для того, чтобы она работала, нам нужно сделать ее копию. Поэтому что мы делаем? Мы берем, выделяем букву Q, жму Ctrl-D, и здесь у нас точно такой же суффикс есть, мы его просто создаем. В принципе, все готово. Открываем ее, это полная ее копия. Но что мы можем сделать? Я бы сделал ее элемент референсом. Она либо у нас добавляется, в моем случае это отдельный овал, у вас, возможно, это компонент, но тут не принципиально. Главное, нас интересует только вот этот вот штрих. Поэтому что мы делаем? Я сейчас все удаляю. Так. Tools, Action, Adjust, удалить содержимое. Вот это можно оставить. Метрики оставляем во всех мастерах. Удаляю, добавляем контур-тулом, элемент референс, выбираю букву Q, во всех мастерах жму, она добавляется. Теперь мне нужно ее разгруппировать. После того, как я разгруппировал, у меня получилось два элемента. Один из них у вас может быть в виде компонента буквы O, может быть просто овал, точно такой же, как в букве Q, я ее рядом сейчас поставлю. Это в целом не важно, нас интересует только вот этот отрезок. Он у нас полностью связан с буквой Q, поэтому мы не можем его в таком виде модифицировать. Но наша задача сделать так, чтобы в центре у нас не было вот этого штриха. Поэтому что мы делаем? Мы повесим на него дельта-фильтр. Я выделяю, ставлю точки, и вот эти точки я просто сдвигаю. Здесь то же самое делаю. И делаю это все на остальных слоях. И какой в итоге у нас с вами получился результат? У нас получилось две буквы Q. Одна с полноценным штрихом, другая с укороченным. Обе они вариативные, обе они изменяются, поэтому можно сказать, что это у нас получилась альтернативная буква Q, которую тоже можно будет добавить потом в отдельный статистический сет, почему бы и нет. Но конкретно здесь мы ее используем только лишь для того, чтобы мы могли сделать переключение между ними в зависимости от того, какое положение будет на оси вариативности. В общем, символ у нас готов, они полностью взаимосвязаны. Если вдруг я потом по какой-то причине захочу изменить рисунок этого хвоста, он у меня изменится и в его копии
Так, все. Смотрим, что у нас получается. У нас с вами есть Q, знак доллара и два альтернативных знака, которые вполне себе работают самобытно и друг другу не мешают. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.